Всем привет, дорогие друзья! Сейчас 6:20, и мы с вами успели. Сегодня мы с вами встречаем восход солнца. Как ваше утро? Я пью чай, стою на крыше моего дома. В этой квартире мы живем последний месяц, потом мы переезжаем. Но о чем я хотела сегодня поговорить? Вы знаете, что меня зовут Ярослава. Это канал для тех, кто изучает русский язык. И что в этих видео, традиционных видео, мы встречаемся каждый месяц, чтобы поговорить, чтобы поболтать, чтобы узнать, как у вас дела, как у меня дела, какие планы, что нового. Вам меня хорошо видно? Ладно, пусть будет так. Я написала большой список, о чем я хочу сегодня поговорить, поэтому тоже наливайте чай, и мы начинаем. Ну, во-первых, как ваш январь? Мне кажется, что месяц пролетел просто незаметно, очень быстро. Мне кажется, что несколько дней назад был 2024 год, а сейчас уже 2025, уже февраль, и я думаю, куда летит время? У вас тоже есть такое чувство? Вам тоже так кажется? Наверное, я вам не говорила, но каждые 3 месяца, раз в 3 месяца я пишу список своих целей, своих проектов, что мне хочется, что я хочу достичь. И в этом году я уже написала этот список, и я хотела с вами поделиться тем, что уже я сделала, что я планирую сделать, что, да, что вообще интересного происходит в моей жизни. Напишите в комментариях, что происходит в вашей жизни, что вы хотите сделать в этом году. Может быть, вы уже что-то сделали. Давайте начнем. Следующая информация будет не новой. Я думаю, в одном из таких видео я уже рассказывала, что у меня есть одна проблема. Мне кажется, что я слишком много смотрю в телефон. Я очень часто сижу в телефоне. Мне кажется, у меня зависимость. Мне кажется, у меня зависимость от "Ютуба", и я не только смотрю разные видео, но еще я читаю разные комментарии, что пишут люди, и это занимает очень много времени. В этом году я подумала: "Так, стоп, нужно это заканчивать, нужно уже жить по-новому", правильно? Я прочитала 2 книги. Первая книга называется "Тревожное поколение", автор Джонатан Хайд. Наверное, я добавлю сюда, потому что я не хочу закрывать солнце. Выглядит, конечно, божественно, великолепно. Эта книга о том, как современные дети, как это поколение детей живет в эпоху социальных сетей и как автор думает, это влияет на их психику, на их самооценку, вообще на их характер. Он считает, что это поколение детей очень тревожное. Я родилась в 92 году, и мое детство было, ну, абсолютно бестелефонным. У меня не было телефона, у нас не было интернета, ну, до какого-то возраста. Мы все время были на улице. Летом меня отправляли к бабушке в деревню. Было такое обычное детство. Я думаю, что у вас, наверное, было похожее детство. А если мы подумаем о том, как живут, как растут современные дети, то их детство не похоже на наше, и автор, в общем, переживает. И я понимаю, что интернет, социальные сети влияют на меня тоже, хотя мне, извините, уже почти 33 года. Вторая книга, которую я прочитала по этой теме, вторая книга называется "Цифровой минимализм".
Наверное, вы знаете автора. Это популярный подкастер, ютубер Кэл Ньюпорт. И это книга о том, как быть цифровым минималистом. Вот эта книга мне не очень понравилась. Мне кажется, что эта книга могла бы быть просто постом, и все. Но знаете, как в этой шутке? Эта встреча могла бы быть имейлом, этот e-mail мог бы быть неотправленным. В этом году я хочу, я обещаю, я хочу меньше смотреть в свой телефон, меньше сидеть в телефоне и больше быть в настоящей жизни. Смотрите, как солнце уже встало. Вы делаете такие фотографии, когда вы на отдыхе, держите солнышко на ладошке? Из других, может быть, более интересных целей на следующий год, на этот год, уже этот год, не следующий. Я хочу поучаствовать в 2 турнирах, соревнованиях. Я хочу поучаствовать в соревновании по фитнес-бикини. Может быть, вы знаете, что я хожу в зал, я тренируюсь, и я подумала, почему нет? Можно поучаствовать в таком соревновании. И второе соревнование. Я хочу поучаствовать в турнире по шахматам. Я понимаю, что эти 2 вещи очень не похожи, но я подумала, почему нет? У меня нет цели победить. Я не хочу выиграть никого. Я хочу поучаствовать, посмотреть, как это, проверить, что я могу. И если я займу не последнее место, я буду очень рада. Даже если я займу предпоследнее место, я думаю, это будет уже супер. По шахматам я учу сейчас дебюты, и не скажу, что очень хорошо у меня получается, но немного понимаю. Недавно, несколько дней назад, мы ходили в парк, и в парке были шахматные столы, и там играл, ну, шахматист. Я сыграла с ним одну партию, и даже несколько раз он, этот мужчина, сказал мне "Very well, very well". И я подумала: "Хорошо, это знак, наверное, что не все плохо, что не все ужасно". И, как обычно, я хожу в зал. Кстати, у меня болели колени. Может быть, я рассказывала? Наверное, нет. В общем, разговор 30+. У меня болели колени, у меня болела спина. Сейчас вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, все нормально, все хорошо. Я очень сильно переживала, потому что год назад, когда я была в Mar-дель-Плате, и я помню, я записывала похожее видео, и я рассказывала, как у меня очень сильно заболела спина, что я вообще не могла двигаться, я не могла ничего делать. И я переживала, вдруг в этот раз у меня тоже будет так сильно болеть спина. Это был кошмар. Я буду держать вас в курсе, как идет моя подготовка. Может быть, вы хотите в этом году в чем-то поучаствовать, в каком-то конкурсе, или, может быть, вы хотите сдать экзамен ТРКИ. Обязательно расскажите, очень интересно. Смотрите, как солнце уже высоко. Красота. Если вы хотели, чтобы я была вашим учителем русского языка, то сейчас самое время. В нашем сообществе на Buy Me a Coffee мы выбираем раз в месяц одну тему. И следующие 3 недели я готовлю специальные встречи, специальные задания, чтобы эту тему вы знали просто прекрасно. Спринт — это 3 недели работы над одной темой. Например, в этом месяце мы выбрали произношение. Поэтому, если вы хотите понимать, как говорят носители, если вы сами хотите говорить чисто, красиво, понятно на русском языке, то я вас приглашаю. Я даю обратную связь каждому участнику, и каждую неделю у нас есть встреча. Первая неделя — это вебинар, где я отвечаю на все вопросы, я готовлю презентацию. Вторая неделя — это групповой урок, чтобы вы могли использовать
то, о чем мы говорили на вебинаре. И на третьей неделе я приглашаю гостя. В этот раз, в феврале, на этот спринт я хочу пригласить к нам актрису, с которой можно поговорить о разных акцентах. Потому что это первый спринт. Я открываю это только для 10 людей. Посмотрите, пожалуйста, по ссылке в описании, есть места или нет. Если места есть, то добро пожаловать. А если нет, то я вас буду ждать в следующем месяце. Там тоже будет интересная тема. Фух, уже, смотрите, уже как-то жарко даже стало, потому что солнце уже высоко. А сейчас давайте продолжим. Еще в прошлом году я поняла, что я хочу быть культурным человеком. Я хочу слушать классическую музыку, я хочу читать классическую литературу, я хочу разбираться в искусстве, я хочу разбираться в философии. Поэтому я вступила в один книжный клуб. Мы уже читали «Мадам Бовари», «Госпожу Бовари». Если честно, Анна Каренина мне понравилась больше. И сейчас я читаю «Идиота». Я никогда не читала «Идиота» у Достоевского. Пока мне очень нравится, но я только на первых главах, а книга, конечно, огромная. Я подумала, если я хочу быть культурным, образованным человеком, то, наверное, мне нужно прочитать Библию, чтобы лучше понимать духовную, религиозную сферу. И да, я решила, хорошо, я буду читать Библию перед сном. Я думала, что это будут какие-то философские притчи, может быть, что-то такое философское. Пока я читаю первую часть, которая называется «Бытие», «Генезис», и я немножко в шоке, потому что мне нужно читать Библию с чатом GPT, потому что я ничего не понимаю. Точнее, я понимаю, но у меня столько вопросов. Ну, например, когда Адам и Ева были в саду, были в райском саду, и они съели плод с дерева познания, Бог сказал: «Сейчас вы познали добро и зло. Сейчас вы как одни из нас». Из нас? Я думала, Бог один. Кто нас? Ладно. Была история про Ноя, который уснул голый, пьяный. Его увидел его сын, и сын Ноя рассказал своим братьям, что Ной лежит голый и пьяный. В итоге Ной проклял своего внука, то есть сына этого сына. Почему? Я не понимаю, при чем здесь этот внук? Его вообще там не было. Я уже молчу о том, что сделал Авраам со своей женой Сарой, когда они пришли к египтянам. Поэтому я читаю Библию с чатом GPT, и я спрашиваю все эти вопросы. Но очень интересно, это точно, это факт. Из таких бытовых вещей вы знаете, что я собираю документы на гражданство Аргентины, потому что я сейчас живу в Аргентине уже почти 2 года. И, наконец, я собрала почти все документы. Спасибо моей маме, которая это делает в России. Самая большая проблема была попасть в российское посольство, в российское консульство. Я пыталась почти 8 месяцев. Я хотела записаться еще в марте прошлого года. Но я смогла попасть в консульство только в декабре, только в середине декабря. Я была уже так близка к тому, чтобы сделать новый эпизод Learn Russian with News вот на эту тему. Но я сходила в консульство, я уже больше не злюсь, поэтому я не буду делать видео на эту тему. Документы почти все готовы, и надеюсь, что через месяц я смогу начать свое дело, и посмотрим. У меня уже есть планы, куда я хочу поехать потом, что я хочу посмотреть потом, в каких странах я хочу побывать. Да, поэтому ждем. И, наверное, последнее. Вы знаете, что на моем канале нет монетизации. По крайней мере, не должно быть никакой рекламы. Но скоро, наверное, даже следующее видео будет моя первая рекламная интеграция.
Это будет очень полезное видео. Я его писала несколько дней, и я надеюсь, вам понравится. Видео о том, как найти подходящего для вас учителя русского языка. На что нужно смотреть начинающим, на что нужно смотреть среднему уровню, на что нужно смотреть продвинутым студентам. Поэтому, если вам актуально, я предупреждаю, будет такое видео. Ждите. Если вы хотите учить русский язык со мной, то есть ссылка в описании, и я вас жду на наших спринтах. Смотрите, солнце уже высоко, красиво.